Волна выплеснула меня из мира, где птицы в небе, дети на пляже, моя мать на берегу. На какое-то мгновение меня охватило зеленое безмолвие. Потом все снова вернулось. Небо, песок, дети. Я вышел из озера. Меня ждал мир, в котором едва ли что-нибудь изменилось, пока меня не было. Не ерзай, стой и сохни. Ветер усилился. Ну-ка накинь полотенце. Мама, можно я посмотрю гусиную кожу? Гарольд! Я накинул полотенце и стал смотреть на волны, которые накатывались и падали на берег. Они падали очень ловко, с какой-то элегантностью. Даже пьяный не смог бы упасть на берег так изящно, как это делали волны. Стояли последние дни сентября, когда без всяких видимых причин жизнь становится такой печальной. Пляж был почти пуст, и от этого казался еще больше. Ребятишки вяло копошились с мячом. Наверное, они тоже чувствовали, что пришла осень, и все кончилось. Все мои сверстники были уже в школе. Завтра в это время я буду сидеть в поезде, далеко отсюда. Мы с мамой пришли на пляж, на прощание. Мама, можно я немного побегаю по пляжу? Ладно, согрейся, только недолго. И не бегай к воде. Я побежал, широко расставив руки, как крылья. Мама исчезла вдали и скоро превратилась в маленькое пятнышко. Я был один. Человек в 12 лет не так уж часто остается один. Вокруг столько людей, которые всегда говорят, как и что ты должен делать. А чтобы оказаться в одиночестве, нужно, сломя голову, бежать далеко-далеко по пустынному пляжу. И чаще всего это бывает только в мечтах. Но сейчас я был один. Совсем один. Я подбежал к воде и зашел в нее по пояс. Раньше, когда вокруг были люди, я не отваживался оглянуться кругом, дойти до этого места, всмотреться в дно и назвать одно имя. Но сейчас вода как волшебник. Она разрезает все пополам и растворяет вашу нижнюю часть, как сахар. Холодная вода. А время от времени она набрасывается на вас порывистым бурном волны. Я назвал ее имя. Я выкрикнул его много раз. Дали! 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 Если вам 12,
то на каждый свой зов вы ожидаете услышать отклик. Вы чувствуете, что любое желание может исполниться. И порой вы, может быть, и не очень далеки от истины. Я думал о том майском дне, когда Тали, улыбаясь, шла в воду, а солнце играло на ее худых плечиках. Я вспомнил, какой спокойной вдруг стала гладь воды, как вскрикнула и побледнела мать Талли, как прыгнул в воду спасатель, и как Талли не вернулась. Спасатель хотел убедить ее выйти обратно, но она не послушалась. Ему пришлось вернуться одному, и между пальцами у него торчали водоросли. А Таля ушла. Больше она не будет сидеть в нашем классе и не будет по вечерам приходить ко мне. Она ушла слишком далеко, и озеро не позволит ей вернуться. Теперь, когда пришла осень, небо и вода стали серыми, а пляж пустым, я пришел сюда в последний раз, один. Я звал ее снова и снова. Тали! Тали! Мне было только 12, но я знал, как я любил ее. Это была та любовь, которая приходит раньше всяких понятий о теле и морали. Эта любовь так же бескорыстна и так же реальна, как ветер и озеро и песок. Она включала в себя и теплые дни на пляже, и стремительные школьные дни, и вечера, когда мы возвращались из школы, и я нес ее портфель. Тали! Я позвал ее в последний раз. Я дрожал и чувствовал, что мое лицо стало мокрым.
и не понимал от чего. Волны не доставали так высоко. Я медленно пошел к тому пятнышку, в которое превратилась моя мать. Обернувшись через плечо, я увидел, как волны захлестнули мой замок и потащили за собой.
полной тишине брел по берегу. Далеко что-то заскрипело, но это был только ветер. На следующий день мы уехали на запад. У поезда плохая память. Он все оставляет позади. Он забывает поля Иллинойса, реки детства, мосты, озера, долины, коттеджи, горе и радость. Он оставляет их позади, и они исчезают за горизонтом. Мои кости вытянулись, обросли мясом. Я сменил свой детский ум на взрослый. Потом появилась эта девушка из Сакрамента. Мы познакомились, поженились. Мне было уже 22, и я совсем уже забыл, на что похож Восток. Но Маргарет предложила провести там наш медовый месяц. Как и память, поезд приходит и уходит, и он может вернуть вам все то, что вы оставили позади много лет назад. Я посмотрел на Маргарет. Она была очаровательна в своем новом платье. Мы остановились на 2 недели в небольшом отеле. Вставали поздно и шли бродить по городу. Я вновь открывал для себя кривые улочки, на которых прошло мое детство. Я собирал в душе обрывки памяти, как собирают в кучу осенние листья, чтобы сжечь их. Все время мы были вдвоем с Маргарет. Это были счастливые дни. Я любил ее. По крайней мере, я так думал. Однажды мы пошли на пляж, потому что выдался хороший день. Это не был один из последних дней сезона, как тогда, 10 лет назад. Но первые признаки осени и осеннего опустошения уже коснулись пляжа, и холодный ветер уже начал напевать свои песни. Все здесь было по-прежнему. Я почти явственно видел маму. У меня снова возникло то неопределенное желание побыть одному,
но я не мог себя заставить сказать об этом Маргарет. Я замер. Мне стало страшно. Мне было снова 12 лет, и я был отчаянно одинок. Я не видел Маргарет. Я видел только пляж и спасателя с серым, наверное, не очень тяжелым мешком в руках и почти таким же серым лицом. Постой здесь, Маргарет. Но что случилось? Ничего. Просто постой здесь. Что это? Что это? Странно. Никогда о таком не слышал. Она же давно умерла. Давно умерла? Лет 10 назад. С тех пор из детей здесь никто не тонул. А тех, кто тонул раньше, мы находили через несколько часов. Всех, кроме одной девочки. Вот это тело. Как оно могло пролежать в воде 10 лет? Откройте. Да откройте же скорее. Лучше бы не надо. Она была такой милашкой. Но увидев выражение моего лица, он наклонился и откинул верхнюю часть мешка. Этого было достаточно. Спасатель, Маргарет и все люди на пляже исчезли. Остались только небо, ветер, озеро, я и Талли. Где вы нашли? Вон там, на отмеле. Она так долго была в воде, а совсем как живая. Да, совсем как живая. Люди растут, а она не изменилась. Она все такая же маленькая, все такая же юная. Смерть не дает человеку расти или меняться. Она навсегда останется юной, и я всегда буду любить ее. Только ее. Талли, я помогу тебе закончить.
Я медленно достроил дворец, потом поднялся и, не оборачиваясь, побрел прочь. Я не хотел верить, что он разрушится в волнах, как рушится все в этой жизни. Я медленно шел по пляжу туда, где, улыбаясь, ждала меня чужая женщина по имени Маргарет.